Когда-то давно мне подарили вот такой вот лицензионный картридж с игрой Final Fight 2, что стало удачным поводом сделать обзор на эту игру. И тут же у меня возникла мысль, что неплохо было бы показать в обзоре не только картридж, но еще и коробку и мануал вместе с ним. Однако, пораскинув мозгами, я быстро понял, что все это может очень сильно затянуться. Я решил сделать только одну коробку. Причем коробку уменьшенную, размер вот такого вот кейса для пиратского картриджа Sega Mega Drive. Такой размер позволил бы мне сэкономить время и силы на вырезании внутренней коробки, так называемой ванночки, в которой лежит картридж, как, например, в этой игры Turtles in Time. Всем 8 бит, я Роман Шабанов, и это шоу «Картридж на прокачку», в котором я реставрирую пиратские и просто потрепанные жизнью картриджи. В этом выпуске я расскажу вам, как воссоздал и перевел на русский коробку и мануал для игры Final Fight 2. Погнали! И вы, наверное, спросите, так чем же хороша вот такая вот малоразмерная коробочка? Все просто, ее можно напечатать на простом листе А4, вам не потребуется дополнительная внутренняя коробка, а картридж можно просто положить в пакетик. Ну и, конечно, она будет занимать меньше места на полке. Понятно, что мини-коробка — это не очень хороший вариант для коллекционеров, но, тем не менее, делать ее очень просто. Кстати, если вы до сих пор еще не знаете, что это за игра Final Fight 2 для системы Super Nintendo, то у меня на канале уже давно есть на нее обзор. Посмотрите его и возвращайтесь. Теперь пару слов о том, как я сделал эту коробку. Коробка эта по сути является копией японской коробки с небольшой поправкой на уменьшенный размер. Давайте сравним ее с коробкой от черепашек во времени. Вот они вместе, и как видите, по высоте она заметно ниже, а вот по глубине и ширине почти такая же. Кстати, сканы японской коробки я нашел очень качественные, поэтому мне всего лишь нужно было зачистить основную картинку и вырезать логотип. Скриншоты я взял со сканов. Остальные элементы я позаимствовал с имеющейся у меня коробки от Аладдина. Нижнюю часть коробки я сделал вот таким замком, а не крышкой, для большей надежности. Сверху оставил все как было. Давайте я теперь вам прочитаю описание игры с коробки, которое будет сопровождаться кадрами, записанными с реального железа, с реального моего картриджа. Пока в мире есть зло, до скончания веков последняя битва будет продолжаться. Метро-Сити – город, в котором, казалось бы, воцарился мир. Однако у мэра Хаггара есть повод для беспокойства. Остатки банды Мэд Гир строят планы мирового господства. Однажды в кабинете мэра раздался телефонный звонок. Похоже, Мэд Гир приступили к выполнению своих планов. И теперь, когда Гай отошел от дел, решение этой проблемы ложится на плечи Хаггара. В этой битве ему помогут непревзойденный боец и дочь Масаюки Генрюсая Маки, а также мастер боевых искусств Карлос Миямото. Готовьтесь, вас ждут более жестокие и реалистичные бои. Примерно такой текст прочитал японский мальчик в 93-м году и подумал «Ворумону домо! Яцукету яру!», что означает «я буду бить плохих парней». После чего он прошел на кассу и купил вот этот вот самый картридж. Но, к сожалению, мальчик был не очень бережливым, поэтому постепенно потерял коробку и мануал, а через пару лет сам картридж он и вовсе продал. Ну и таким образом, спустя несколько перекупов, этот картридж оказался у меня. И теперь мы воссоздали для него коробку и далее переходим к самому интересному, а именно восстановлению и переводу японского мануала. На самом деле эта коробка у меня очень долго лежала, и меня долго терзала мысль о том, что для полного комплекта мне не хватает инструкции. Поначалу я даже думал просто перевести для нее американскую инструкцию, потому что работать с ней проще. Но в какой-то момент мне попался японский мануал с очень хорошо отсканированными страницами. Это и сподвигло меня взяться за перевод японского мануала. Сколько раз я клялся себе, что не буду связываться с японскими мануалами, и вот опять вляпался. Если вы спросите меня, почему я так долго тянул с этой прокачкой, то вот вам и ответ. Огромная 30-страничная японская инструкция
изобилующая крутым оформлением и яркими красочными картинками. Перевод с японского шел очень тяжело, но тем не менее за несколько подходов, за несколько лет я все-таки его перевел и закончил макет мануала. Естественно, в целях экономии краски я, как всегда, макет немножко упростил. Вот она, эта книжка, и, как вы понимаете, размер ее я тоже уменьшил, чтобы она влезла в размер маленькой коробки. Но на сей раз я не так экстремально ее уменьшал, как это было с инструкцией для Comics Zone. Эту инструкцию я уменьшил всего на 8% по сравнению с оригинально размерной инструкцией для черепашек во времени. Вот они вместе. Как видите, потеря не слишком велика. Еще добавлю, что бумага оказалась очень плотная, поэтому книжка получилась такая очень массивная. Ну а теперь давайте полистаем этот мануал, и я поподробнее расскажу об его особенностях. Передняя обложка. Как видите, она полностью повторяет дизайн коробки. Здесь я разместил надпись «Инструкция по эксплуатации», чтобы сразу было понятно, что инструкция на русском. Далее у нас приветственный текст, сноска о здоровье и содержании. Цвет фона здесь я сделал белым. Пролог. Здесь был темно-красный фон с фотографией города, который я заменил на контурный. Скриншоты все новые. Управление. Контроллер я полностью перерисовал в векторе. Начало и продолжение игры. Здесь, как видите, заголовки я сделал на двух языках. В оригинале они были на японском и английском. Дело в том, что сама игра на русский не переводилась, поэтому я думаю, что такие заголовки будут полезны. Обзор экрана и меню опций. Здесь скриншоты все из японского мануала. Качество у них хорошее. Досье. Здесь очень крутые картинки с главгероями и схема взаимоотношений. Видимо, разработчики решили, что без такой схемы сложно будет разобраться в хитросплетениях сюжета. Боевые приемы героя. С этого раздела японский мануал раскрывается во всей красе. Приемы не просто описаны, они еще и снабжены детальными картинками, а не увеличенными пиксельными спрайтами. Приемы Маки. Просто посмотрите, как это нарисовано. Приемы Карлоса очень круто. Приемы с оружием. Вот это я называю подробно проиллюстрировать. Призы. Если вдруг вы задумались, что дают призы в битэмапе, то вот вам подробный разбор. Этапы и боссы. Здесь для каждого города есть фотография и большое изображение босса. Фотографии я все сохранил. Интересно, откуда их брали оформители? Тогда же ведь не было сайтов со стоковыми фотографиями. Может, с какого-то диска? Бонус стадии и внизу яркая приписка о том, что нам показали не все уровни. Ну, этакая замануха. Банда Mad Gear. Описание всех врагов и их групповое изображение. Как же круто все-таки оформляли японские мануалы. Конечно, когда полистаешь такую книжку, то никакого желания переводить пресную американскую инструкцию не останется. Ну и последняя страница у нас остались. Немного подсказок по прохождению игры и пара строк о банде Mad Gear. Ну а здесь уже классические меры предосторожности и маленькая гарантия. Примечательно, что в американских инструкциях она обычно всю страницу занимает. Ну и в конце у нас просто желтая страница с логотипом Capcom и небольшой припиской. Вот такой получился мануал. Ну что ж, теперь у нас самый волнительный момент шоу «Картридж на прокачку». А именно, мы будем собирать полный комплект игры Final Fight 2, чтобы потом с гордостью поставить его на полку. Значит, передо мной сейчас готовые лежат инструкция, картридж и коробка. На самом деле, конечно же, все это будет запаковываться гораздо легче, потому что у нас нет этой внутренней коробки, ванночки. Значит, открываем коробку, берем картридж, кладем его вот так вот. И теперь сзади к нему подсовываем инструкцию. Вот так вот аккуратненько туда вставляем, видно, не видно. И все это дело медленно опускается вовнутрь. И просто закрывается. Все, никаких проблем. Ну, конечно, надо бы еще добавить туда, наверное, пакетик. Все, ребятки, вот у нас долгожданный полный комплект с лицензионным картриджем, с русской инструкцией. Коробка у нас тоже на русском. Все, долгожданный полный комплект игры Final Fight 2, который отправляется в наш импровизированный музей картриджа на прокачку. Ну и, конечно же, напомню, что все файлы для создания точно такого же комплекта Final Fight 2 на русском вы сможете скачать у меня на страничке Boosty по ссылке в описании. Макет русского мануала для чтения в формате PDF я выложу у себя в группе ВКонтакте и отправлю в библиотеку Emuland. Ссылки тоже оставлю в описании. Ну и теперь, раз уж я сделал реставрации Final Fight 3 и Final Fight 2,
встает вопрос о реставрации Final Fight 1 первой части. Дело в том, что прокачивать ее для Super Nintendo я не хочу, потому что игра там крайне урезанная, и в ней даже нет режима для двоих игроков. Есть великолепный порт для Sega CD, на который я тоже делал обзор. И можно было бы записать эту игру на какой-нибудь диск, сделать для него коробку, перевести мануал и поставить на полку. Но проблема в том, что Sega CD у меня нет и играть я не смогу. То есть вариант лично для меня сомнительный. Но у нас еще остается одна лазейка. Дело в том, что в 2024 году вышел фанатский порт Final Fight 1 на Sega Mega Drive. И если мне удастся раздобыть картридж с этой игрой, то я могу взять инструкцию и коробку от версии для Super Nintendo, перевести их и адаптировать для Sega Mega Drive и таким образом сделать полную прокачку. В итоге у меня получится прокачанной вся трилогия Final Fight, пусть и на двух консолях. И тогда можно будет окончательно закрыть тему с Final Fight у меня на канале, с обзорами, с прокачками. Но это все планы на будущее, а пока что я планирую сделать прокачку игры Battletoads and Double Dragon для Dendy, ну или NES. Ну а вы можете поддержать меня, поставив лайк, подписаться на канал, вступайте в группу ВКонтакте и самое главное, поддерживайте меня на сервисе Boosty. Это поможет закупаться расходными материалами, а также делать чаще вот такой вот качественный контент. На этом все. Еще увидимся.